Ребята, Света, я думаю, это ты, скорее всего, да? Напишите мне, Света, в чат, если это вы. Если нет, то напишите, кто вы. Решила пораньше чуть-чуть запустить. Как раз если звука нет, то напишите мне, пожалуйста, в чат. Да? Я думаю, что видео, наверное, есть, картинка. А вот со звуком я не уверена, поэтому напишите, отпишитесь, как там вообще. Слышно, видно. Ну, слышно самое главное. Ну, видно тоже надо. Надо, чтобы было видно. Так. Сейчас. Кто мне напишет, что звук нормальный, все идет, все хорошо, то мы начнем с вами общаться и петь. Пока ждем. Ждем подтягивающихся людей. И отжимающихся тоже. Ждем всех. Ребята, напишите, пожалуйста, в чат, кто присоединился уже, есть ли звук, все ли хорошо, слышно и видно. Так. Важна обратная связь сейчас, очень важна. Фух. Так. Ну что, еще 3 минутки ждем тогда, потому что у нас с вами запланировано все ровно на 8. И я думаю, что к 8 часам уже должны подтянуться те люди, которые проголосовали за эфир, которые хотели прийти, которые меня, так скажем, и трясли, чтобы я все-таки сделала этот эфир новогодний. Ну как, я, знаете, так хочу сказать, наверное, не знаю, стоит ли уже начинать. Ребята, кто уже в эфире, пожалуйста, напишите в чате, что все хорошо, все слышно, все видно. Я думаю, что раз вы мне не написали, наверное, так и есть. Просто важна обратная связь, чтобы я уже точно была уверена, что я тут не мой персонаж какой-то, шевелящий губами. Ребята, жду. У нас еще с вами целых 2 минутки на проверку звука. Я не понимаю, почему у меня чат, я не вижу, мне не идет чат. Вы мне пишете или нет? Вот вижу. Так, а теперь ответ на мой вопрос. Света, привет. Жду ответа на мой вопрос. Э, есть ли звук? Звук, важен звук. Не могу понять. Все. Теперь я точно уверена, что можно начинать. Ну, сейчас 2 минутки, давайте еще подождем все-таки. Кто-то еще там чаек себе наливает, да? И этих людей тоже важно не подгонять. Раз 8, так 8. Я, конечно, думаю о том, что, может быть, в будущем как-то с вами эфир перенести на 7 вечера, например, не на 8. Может быть, кому-то будет удобнее в 7, и, может быть, большинству оказывается, что удобнее в 7 по Москве, а я вот всех тяну до 8. А может быть, действительно вам удобнее на 8. Привет, Алексей, привет. Очень рада, что звук все есть, все хорошо. Ну вот, я, честно говоря, уже в своей суматохе, вот этой предновогодней, педагогической, думала, что, наверное, у меня не получится провести эфир. Но видите, он такой в несвойственный день получается. Сегодня у нас должна быть реакция, должно было быть видео, но я перенесла его на вторник, чтобы сейчас провести эфир, да, и чтобы я была уже точно спокойна, что я его провела и все, и никаких накладок не произойдет. А завтра у нас будет видео с вами по плану, которое должно быть сегодня. Вот, что мы сегодня, ребята, с вами, ну, давайте, вот 8 вечера я уже могу совершенно спокойно начинать говорить по теме нашего сегодняшнего стрима. Ребята, сегодня у нас, ну, тоже вот не теоретическое ничего, я не буду какой-то такой информационный контент вам выдавать, как это сейчас принято говорить, да. Понедельник день тяжелый. Я понимаю вас прекрасно. Вот именно поэтому, да, наверное, ну, нет, не только поэтому, но вот так вот просто все сложилось, да, что в понедельник мы с вами попоем.
Сегодня у нас будет с вами такой интерактив, общение и песни. Песни, ребята, у нас будут с вами. Всех привет, Сигазавр, привет. Всех с наступающим, да, ребята. Павел, привет. Сегодня у нас с вами общение, и между общением будут песни. Песни, ребята, не то чтобы прям супер новогодние, песни, ребята, про зиму. Вот в прошлом году, когда вот ровно в это время я начинала вести канал, нет, я начинала его вести гораздо раньше, где-то еще почти за год до этого начинала думать о том, что надо бы делать. Но где-то в апреле вот 2020 года я так уже для себя поняла, что надо вот начать уже делать и делать. Так вот, где-то вот ровно год назад, когда я внезапно заболела коронавирусом, у меня все планы порушились на новогодние трансляции, но я успела позаписывать песни в рубрике. У меня была такая рубрика «Песни про зиму». Я тогда еще не записывала реакции, я тогда еще вообще не знала, что бы мне такое записывать, чтобы найти свою аудиторию и чтобы, ну, вообще было интересно людям смотреть и слушать, и вообще что-то такое очень актуальное. Вот. И на реакции я совершенно случайно вышла. И, ну, в принципе, я порадовалась этому, потому что на самом деле реакции мне оказалось записывать намного интересней. Потому что я до этого записывала уроки вокала, я записывала кавера какие-то. Ну, их каверами было сложно назвать, потому что это были скорее перепевки. Там я особо ничего такого не меняла, но я играла сама себе на фортепиано. Вот это можно, в принципе, назвать кавером. Ребята, я вижу, что вы тут все друг друга поздравляете, приветствуете, общаетесь. И я так понимаю, что вы уже на многих каналах встречаетесь в чате, уже такие, как тусовка ютубная у вас определенная, да, и вы смотрите те каналы, которые по тематике вам близки. Это здорово, что у вас вот такая вот сплоченная команда. Я всегда вижу вас уже в первых рядах в чате и на всех премьерах, и на трансляциях. В общем, спасибо вам огромное. Этим вы самым мне очень сильно помогаете. Спасибо большое вам за это. И я всегда рада с вами, вот и тех, кого я уже запомнила, уж Свету, Сигазавра и Павла, вот Алексея еще пока так не запомнила, но, в общем-то, если будет часто приходить на эфиры и на реакции в чате общаться, то, я думаю, тоже быстро запомню. Ну, вот самых таких активных зрителей я уже, можно сказать, практически знаю давным-давно. Хотя, вот если так проанализировать работу за год, еще год назад я не думала про реакции вообще, я даже не знала, что такое, ну, не то, что существует. Может быть, я где-то натыкалась на это, но я не заостряла внимание. Я писала уроки вокала, писала кавера. Вот, и поэтому, если вам интересно, ребята, послушать те песни, которые мы сегодня с вами вместе будем петь, да, тусуемся то там, то сям. Те песни, которые мы сегодня с вами будем петь, они у меня на самом деле уже записаны год назад, и они, ну, в смысле, я петь буду вживую, ребята, вам, да, сейчас еще скажу, каким образом. Я там, значит, у меня есть плейлист, который называется «Новый год кавера» или каверы, ну, как-то так. Поэтому, если вам вдруг заинтересует вас какая-то песня, или вы захотите ее еще раз послушать в исполнении в моем, который это был год назад, то можете найти вот этот вот мой плейлист. У меня сейчас плейлистов достаточно много уже на канале собралось. Ну вот можете его посмотреть. И под Новый год, чтобы еще настроение себе как-то этими песнями так подогреть, можете включить прямо в 31 декабря. Вот. А 31 декабря, кстати, у нас это будет четверг, и обязательно будет реакция, так что там ничего не отменяется, все будет. Павел, проще перечислить, где мы не тусуемся. Кто вас назвал динозаврами, Сигазавр? Команда динозавров от Сигазавра, что ли?
Елки поставили дома. Кстати, я еще нет, но я в этом году решила, что я поеду к родителям и буду вместе с ними встречать Новый год, поэтому я у них там наряжу елку, а у себя решила не ставить, потому что, да, что-то как-то вот с этой суматохой не получилось. Вот, ребята, еще, значит, тот момент, да, сейчас мы будем с вами петь песни. Практически все песни, естественно, вы будете знать. Эти песни на русском языке. Первый раз, кстати, я буду петь с вами в эфире на русском языке, потому что до этого я пела джаз на английском, то, что мне более привычно, несмотря на то, что вроде бы я русский человек, но почему-то петь мне привычнее на английском. Странно. Так вот, чтобы, сейчас вам такую фишечку расскажу, чтобы обойти тот момент, что все-таки мне на трансляции тоже приходит уведомление об авторских правах, и эти видео, они у меня либо блокируются, либо частично как-то я их там, ну, какие-то, в общем, авторские права и какие-то заморочки с этим тоже есть, потому что я использую оригинальные минусовки. То есть я включаю минусовку, и вот в этой минусовке та оригинальная аранжировка звучит. Естественно, на эту аранжировку есть авторское право. Несмотря на то, что я своим голосом пою, вроде бы это не певица, которая записывала кавер, да, которая записывала вот в этой аранжировке песню, а я своим голосом пою на этот минус, то есть на эту аранжировку, все равно система распознает ну, как будто бы я та певица, которая пела. Вот, то есть мне приходит уведомление об этом, и я решила таким образом сегодня с вами попробовать провести... Помните, вы говорили, что у меня так на эфирах обычно душевненько, так как-то, как будто камин тут где-то рядышком так потрескивает, да, горит. Вот я думаю, что мы с вами попробуем эту атмосферу еще так рассвечивать, не знаю, как это сказать, в неопределенной форме. В общем, подогреть вот эту вот нашу еще более и так теплую атмосферу. Я где-то 2 дня назад подготовилась, у меня было ровно полчаса на то, чтобы записать подложечки на фортепиано. Я на фортепиано наиграла, ну, как бы типа минусовки, но, естественно, это не минусовки, это просто аккомпанемент, да, аккомпанемент, который, честно вам скажу, я какое-то сообщение отправлено на проверку. Так, ну, вроде ничего, все нормально. Я там допускала ошибки в игре. То есть я, конечно, ну, то есть я потом, когда пела уже на эти свои аккомпанементы записанные, я понимала, что вот здесь я темп увеличила, здесь я что-то замедлила, здесь не тот аккорд, еще что-то. В общем, я просто... Давайте так, сегодня будут косяки, как будто бы у нас с вами такой репетиционный момент, да? Такой репетиционный момент, как будто вы смотрите какую-то репетицию, что ли, этих песен, а потом уже в нормальном варианте вы можете их посмотреть на моем плейлисте. Там я монтировала, поэтому там уже никаких косяков не будет. Просто сегодня вот таким... Может быть, вы это и не заметите. Может, не... Просто я своим музыкантским ухом это очень сильно слышу, и меня это тоже, естественно, как бы будет выбивать из колеи, но ладно. В общем, давайте как уж получилось, да. И еще момент, ребята, хотела бы вам сказать тоже. Вот мы с вами... Сегодня у нас не новогодний эфир, да, видите, у меня даже на фоне тут такое цветочки какие-то. Не новогодний эфир, но эфир называется «Песни про зиму». Павел, здорово. Ну, вообще, на самом деле, уже надо поставить елку. Я согласна, что уже у всех нормальных людей елка стоит. Это вот я, как всегда. Что я хотела вам еще, ребята, сказать. Вот сегодня будет 2 пары, пожалуй, новогодние песни, остальные песни про зиму. Я хочу, чтобы вы мне в чат накидали каких-то новогодних песен на русском языке. Ну, в принципе, если вы какие-то хотите на английском, тоже можете покидать. Я к чему вообще это вас спрашиваю, да? Я хочу на вот эту первую неделю нерабочую в январе, там, начиная с 3 до какого числа-то там получается, и 7 дней, да, до 11, до 10, с 3, нет, не до 10, 3, 4, 5, 6, 7. Вот где-то либо 6, либо, может быть, даже 7 января провести еще один эфир, но это уже будет новогодний рождественский эфир,
где я исполню для вас как раз песни, которые вы мне сейчас покидаете. Ну, то есть это прямо тематика новогодней песни. Не песни про зиму, да, вот то, что сегодня будет, а вот прямо новогодние песни. Можно на английском, можно на русском, как хотите. Но единственное, что на других языках, если там какие-то на французском, на немецком, да, наверное, лучше этого не стоит, потому что вы можете, конечно, отправить, но, скорее всего, если я совсем песню не знаю, то я не успею выучить. Вот, а если вы мне просто как бы накидаете песен, которые я вроде бы знаю, то я их вспомню, и мы с вами замечательно 6 или 7 января встретим Новый год и Рождество вместе. Вот. Ну что, ладно, хватит болтать, как говорится, как я все время люблю себе это говорить, хватит уже болтать, начинай. Начинай петь или что-то другое делать. Ребята, я бы хотела сегодняшний эфир открыть песней, которую вы все, конечно же, очень хорошо знаете. Это песня из репертуара Алсу, пожалуй, наверное, одна из самых известных песен Алсу. Ну, сейчас узнаете. Свыше. Не успела. Ну что ж такое? Еще раз, ребят. Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима. Небо, загрустив, наклонилось, в сумерки укутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима. Я для тебя не погасила свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось мне. В сны мои луна окунулась, ветер превратила в туман. Если я к тебе не вернулась, значит, наступила зима. Может, помешали метели, может, предрассветный обман. А помнишь, мы с тобою хотели, чтобы наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима. Я для тебя не погасила свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось мне. Голос тихий, таинственный, где ты, милый, единственный сон мой. Вьюгой белою снежною стану, самою нежною сон мой. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима, зима. Я для тебя не погасила свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось мне. Вот так, ребята, сейчас я выключу свой диктофончик. Да, кстати, у меня на самом деле все очень простенько, да, я записала быстренько подложечки именно на диктофон. Вот, поэтому уж, чтобы это все было быстро и без заморочек, да.
Так, ребята, давайте прочитаю еще. Так. Обожаю. Света, вы привыкли. Это замечательно, замечательно. Елку пропели. Елку. Что такое елку пропели? Елку в смысле певицу елку или что? А, Так. Лоза поет. Почему лоза? Так, хорошо, ребята. В общем, эта песня на русском языке, ну, понятно. У меня есть один зритель, который писал мне на английском, что очень сильно ждет эфира, и я думала, что, ну, наверное, он будет ждать, и песни-то все равно на английском привыкл, да, слышать, то есть песни хотя бы знакомые слышать. А тут раз и нет, и незнакомые песни. Так, напишите, ребята, как вообще было музыку, слышно, не слышно, все ли нормально. Ну, эту, кстати, песню я более-менее так нормально записала по аранжировке, по темпу там не сбивалась, но как бы таких особых косяков там, конечно, не было. Ну, будет в других песнях, вы не переживайте. Вот оно что, и пропили. Понятно, понятно. Душевно, очень приятно, Евгений, здравствуйте. Так, ну что, ребята, вы не забывайте про то, что я жду от вас новогодние песни. Да, напишите мне, давайте так, песни, которые ассоциируются у вас максимально с Новым годом и с Рождеством. Да, вот прям пишите, пускай они будут на английском. Например, там «Have yourself a merry little Christmas». Я думаю, что я тоже бы могла спеть, несмотря на то, что Рождество католическое уже прошло 25 декабря. Мы все равно 7 января будем петь на английском песни, которые как бы к этому самому католическому Рождеству. Ничего страшного, я думаю, никто нам за это плохого не сделает. В общем, пишите все новогодние песни, которые вы знаете. Ну, Happy New Year, конечно, это святое, это святое. Конечно, хорошо, ладно. Happy New Year тоже будет. Согласна. Так, ну что, опять я говорю, ну что, это мой слово автоматизм. Ну, хоть не слово паразит, слава богу, да, хотя автоматизмы, они почти паразиты. Автоматизм – это те слова, которые предшествуют какому-то моменту, да, переходу на что-то новое. Там, давайте мы сейчас с вами сделаем упражнение, перестанем болтать, или давайте сейчас споем песню, если кто-то не знал, что такое слово автоматизм. Вот у меня, ну что, ну что, давайте что-то делать. А сейчас, ребята, я спою песню про зиму. Мне очень нравится эта песня. Это из репертуара вообще, господи, Софира Тару. Песня называется «Зима». Ну, либо «Белая зима», точно не могу сказать, но вроде как все-таки зима. Давайте вместе ее споем. Правда, низко там будет, мальчикам подойдет точно. То ли вечер ворожит за околицей. Наверное, я не там начала. Вот сейчас будет начало. Вот, да, точно. То ли вечер ворожит за околицей, то ли полночь разлилась за окном. Сердце тихонько стучит, да не колется. Ой, ой, мне смешно, смешно, смешно. Белая зима началась внезапно, вышла и метет, метет, метет. Я решу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год. Сколько снега намело, что не верится, столько звездочек зажглось, чем тушить. Может, я спрошу совет у метелицы. Ой, ой, как же быть, любить, любить? Белая зима началась внезапно, вышла и метет, метет, метет. Я решу сама, что мне делать завтра,
а завтра Новый год. Знаете, как в песне, как группа «Ногу свело», там что-то про Новый год. Новый год! Примерно такая же была сейчас манера, мне кажется. Так, люблю эту песню. Все, поняла. Юрий Лоза веселый, новогодние. Хорошо. Так. Ребята, ну что, вы узнали эту песню? Знаете еще, что я бы вот хотела с вами, конечно, тоже важно обсудить? Это возможность все-таки переноса нашего эфира. Давайте так вот, чтобы этот вопрос прямо сейчас решить, я думаю, что нужно задать этот вопрос только людям, которые интересуются эфирами, да? Ну вот все, кто пришли, вот я вам сейчас этот вопрос и задам. Как вы смотрите на то, чтобы эфиры проводить не в 8 вечера, а в 7 вечера? Напишите, пожалуйста, плюсик, если за то, чтобы проводить его в 7 вечера, и минус, если не хотите, чтобы проводили его в 7 вечера. Да? Ну, то есть кто-то, может быть, там с работы не успеет еще вернуться, еще что-то. Вот прямо напишите мне сейчас плюс или минус. Так. Павел за. Это уже очень большой плюс, между прочим. Потому что вот как раз-таки решают в основном те, кто очень активные, вот я думала, кстати, о том, что, наверное, стоит... Знаете, к чему я это сейчас вам просто хочу сказать? Дело в том, что где я живу, да, у нас здесь очень тонкие стены такие, и вообще, конечно, шуметь и там петь можно до 10 вечера, я это прекрасно знаю, вот, и поэтому сама себе ограничитель поставила до 9 я могу петь, могу шуметь, ну, до 10 уж не буду людей, там, соседей, да, мучить, но я подумала, что, может быть, когда я пою с 8 до 9, я уже чувствую, что я как-то так это стараюсь потише, лишь бы меня там кто-нибудь где-нибудь не услышал и нет, да, как будто я там не помешала. Если я буду это делать с 7 до 8, то я буду совершенно спокойно и петь как-то более, ну, не сдержанно. Ну, как, не то, что не сдержанно, я всегда сдержанно чуть-чуть пою, но как бы не будет такого, что я прям вообще боюсь там дать какую-то верхнюю ноту. Вот, поэтому приветствую за 7 вечера, прекрасно. Евгений 0. Вам все равно, да? Я поняла. Ну, в принципе, воздержался, значит, я могу, как минимум, это не минус, это уже хорошо. Вот, замечательно. Ну, все, ребята, в принципе, вот люди, кто меня постоянно смотрят, если вам удобно 7 вечера, то давайте тогда следующие эфиры мы с вами уже просто заранее договоримся, что теперь они будут не в 8 вечера, а в 7 вечера, да, чтобы я уже вот прям могла себе позволить петь, ну так, в полный голос. Вот, потому что я даже сейчас пою эту песню «Белая зима», она же такая, знаете, вот такая, нужно прямо, ах, да, я понимаю, что там кто-то меня может слышать, я кому-то могу помешать. Хотя вроде бы имею на это право, пока что еще время позволяет, но Сибирь за, плюс. Вячеслав, здорово, отлично. В общем, минусов я даже не увидела, поэтому единогласно переносим на 7 вечера. Все прекрасно. Ну, в Сибири у нас, ну, хотя, подождите, Сибирь, у вас же вообще полночь. Сибирь. Вы насколько Сибирь? Урал, может быть? Если Урал, то там более-менее. Если совсем Сибирь, то у вас полночь или за полночь уже должно быть. Так, ну ладно, ребят. Шутки шутками, как говорится. Не смогла попасть в чат, посмотрю в записи. Хорошо. Татьяна, я вас помню. Замечательно. Татьяна тоже постоянно у нас бывает на прямых трансляциях. Так, ну что, опять мое любимое слово. Давайте споем с вами «Синий иней». Вот, «Синий иней», ребята. Песня старая, но так как «Синий иней» – это, в принципе, ассоциации с каким-то холодным временем года, ну, и я думаю, что, скорее всего, это либо начало зимы, либо такая уже зима, которая у нас сейчас. Кстати, у нас, ребята, в Архангельске сейчас минус 30. Вот вы поверите, нет? Сейчас давайте проверю еще. Минус 32. У нас такие прям забористые сейчас морозы стоят. Ну, вроде завтра как должно быть потеплее. И то не факт, знаете. Вот мне приложение всегда показывает одно. Так, ладно. Поехали дальше. Значит, следующая песня «Синий иней». Не обессуйте, тоже у меня тут немножечко будут погрешности в игре.
Синий-синий иней лег на провода, в небе темно-синем синяя звезда. Только в небе темно-синем. Синий поезд мчится в дымке голубой, не за синей птицей, а еду за тобой. За тобою, как за синей птицей. Ищу я лишь ее, мечту мою, лишь она одна мне нужна. Ты, ветер, знаешь все, ты скажешь мне, она, где она? И все вместе поехали. Синий иней, синий иней, синий иней, синий иней, синий иней, синий, синий иней, синий иней, синий иней, синий иней, синий иней, синий. Облака качнутся, поплывут назад, только покунутся в синие глаза. Лишь в твои глаза мне окунуться. Синий поезд мчится в дымке голубой, не за синей птицей, а еду за тобой. За тобою, как за синей птицей. Ищу я лишь ее, мечту мою, лишь она одна мне нужна. Ты, ветер, знаешь все, ты скажешь мне, она. Она. Где она? Где же она? И все вместе поехали. Синий иней, синий иней, синий иней, синий иней, синий иней, синий. Ребята, сказала я после пения этой песни, хочу вам вот что сказать. Да, я согласна, что песня вообще такая позитивная, да. Она хоть в миноре написана, но она позитивная, и мы знаем, как ее пели замечательные группы разные, да. Я Сорти ее пела, и господи, я забыла оригинал. Кто написал в оригинале эту песню, пел? Ой, все вообще уже клиника. Как я могла это забыть? Очень старая песня, да. У меня все песни, даже несмотря на то, что они вроде бы должны быть веселыми, у меня играют только клавиши, только органный инструмент, ну, то есть такой электронное фано, да, и поэтому получается немножко такой грустинка. В общем, вот этот минор, он вылезает наружу. То есть если бы тут был бас, барабанчики, какие-то там еще аранжировочки дополнительные, да, ну, что-то, какие-то эффектики, было бы повеселее, наверное. Ну, вот у меня все сегодня такое немножко грустненькое. Но зато, знаете, зато как вы хорошо будете спать после моих песен, да? Хотя так. Синий не гуд. Прекрасно. Сейчас почитаю, ребят, ваши комментарии. Вот что. Да почему выгонит Света? Попробуйте, может быть, все хорошо, все обойдется. Я думаю, что, может быть, просто вы не знаете в себе, еще этот потенциал не раскрыли. Так, ладно. Так, Павел, ну ладно, развлекайтесь, в общем, да? Завтра на работу, ну, в общем-то, хотя бы песен послушать про зиму. Не новогодних, да, еще пока не новогодних. Так, соседи рады. Вот, ну, возможно, какие-то соседи, возможно, рады, но, честно говоря, я скорее, знаете, еще думаю о том, что я просто сама понимаю, что я немножечко сдерживаюсь, когда пою. Мне хочется петь более так, ну, пускай даже громко, да, я боюсь дать громкий звук. Поэтому вот в 7 вечера было бы идеально. Так.
Так, Павел, ну ладно, замечательно, что у вас так все очень динамично в жизни, что и работа, и с друзьями успеваете посидеть, и семья, и все-все-все. Еще и успеваете так активно на YouTube-канале поддерживать прекрасных вокалистов Диану Анкудинову, да, Димаша. Вот мой канал поддерживаете, вроде как у меня не вокальный пока что еще, ну, с реакциями, да, но тем не менее, нет, он вокальный в любом случае, просто я не пою в основном. Так, ну что, давайте дальше. В общем-то, будет сейчас тоже песня такая, знаете, в оригинале она веселая. В оригинале она веселая, насколько я помню. Но у меня она тоже получилась немножко такая, знаете, с оттенком драмы. Давайте так. Не буду вам говорить, что за песня. Давайте просто ее узнаем и все. А снег идет, и все вокруг чего-то ждет под этот снег, под тихий снег. Хочу сказать при всех, мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег, он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес? Наверно, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, я снег благодарю. А снег идет, и все мерцает и плывет за то, что ты в моей судьбе. Спасибо, снег, тебе. Ой. Ребята, ну как вам такое прочтение? Скажите, немножко оттенок драмы есть в этом во всем. Так, ладно, пока не читаю комментарии, чтобы не отвлекаться. Чувствуете, да? Вот все вещи, которые я во втором куплете должна была, вернее, которые я спела на субтоне, ушла на легкий такой звук, да, субтоновый, я, по идее, должна была их петь в голос. Но так как, понимаете, я опять же боюсь крикануть, ну, не крикануть, а подать вот этот вот звук более громкий. Все равно, даже меццо-вочи, он все равно получается более громкий, чем субтон. Поэтому, ну, что поделать, да? Может быть, эту песню мы с вами еще и в Новый год споем, потому что она же новогодняя. Вот. Ребята. Света, я не верю, что потенциал давно раскрыт. Если вы еще не поете или стесняетесь петь, значит, не раскрыт еще. О, Артем, привет! Поймал стрим, прекрасно, я очень рада. Очень рада, что вы вместе со мной сейчас. Давайте так. Наверное, побольше сейчас все песни, которые я подготовила для вас, спою. И потом мы еще с вами хорошенечко пообщаемся, да? Так, погнали. Дальше следующая песня. Наверное, кстати, ребята, вы ее не знаете. Давайте так. Вот сейчас я ее буду петь, я даже название не буду произносить. Напишите мне в чате, чья это песня. Кто поет эту песню в оригинале и вообще знали вы ее раньше или нет, будет очень интересно. Кстати, песня тоже про снег. В зимнем пальто, с тростью, зонтом,
Ночь идет по улице пустой, только следы скользкой пустоты. Из-за ночи вслед уходишь ты. Белым-белым снегом заметает небо, мир на миг застыл. Оглянулся ты белым-белым снегом, между нами небо, я в стекле окна опять одна. Скоро придет время белых нот, а пока зима и снег идет. Только не сердись, только отпусти, лучше ты в четверг не уходи. Белым-белым снегом заметает небо, мир на миг застыл. Оглянулся ты белым-белым снегом, между нами небо, я в стекле окна опять одна. В общем, Софьи, песни какие-то получаются грустные, да? Ну, какие еще песни зимой петь? Ну, сама зима навевает, наверное, такие... Хотя белым снегом здесь скорее... Белым снегом это скорее метафора, да? Потому что здесь скорее вот этот снег, это как... Ну, хотя это может быть, конечно, и между нами небо. Я в стекле. Белым снегом заметает небо. Ну, в общем-то, может быть и зима, конечно. Это я так примерно. Предыдущую пела Агузарова. Предыдущую. А снег идет? Угу. Возможно. А снег идет вообще много кто пел. Поэтому тут, скорее всего, и Агузарова тоже пела. Да, Вячеслав, согласна, что снег получился грустный, драматичный. Ну, не знаю, надо подумать, каким образом мне его так спеть. Просто почему-то я, когда начала это под клавиши петь, я вдруг почувствовала именно вот такое звучание, но как-то вот оно мне так сразу легло, это звучание, вот чисто мне, чисто мне. Но вот как-то, не знаю, может быть, нужно инструмент какой-то другой подобрать. Может быть, на гитаре было бы веселее, не знаю. В общем, я на гитаре просто так хорошо не играю. Я такое не слышала, можно следующую веселенькую. Ребята, вот вы прям, как знаете, вот все очень вовремя. Я прям логично выстроила сегодняшние песни. У нас следующая песня будет веселенькая и новогодняя. Веселенькая и новогодняя. И я думаю, что если вы откроете песню... кстати, вы мне написали предыдущая, как называлась. В общем, предыдущая песня называлась «Белым снегом». Это из репертуара группы «Блестящие». И это одна из самых, наверное, их первых песен, ну, наверное, еще в те времена, когда даже еще «Бананы и кокосы» не были известны, а вот «Белым снегом» уже была. Вот, настолько старенькая песня для группы «Блестящие», да? Так вот, следующая песня, ребята, это новогодняя песня, тоже группа «Блестящие». Как-то так странно получается, что про новогодние песни на русском языке у нас более-менее современные пели группа «Блестящие», дискотека «Авария», но дискотеку «Аварию» я же не буду вам петь. Да, там надо играть скорее, а не петь. Вот. Ну, давайте, тик-так, часики. Открываем слова и поем вместе со мной. Здесь у меня будут немножечко тоже в ритме гуляния, в метре вернее, поэтому вы уж меня простите, уж как получилось. Так, где она? Погнали. Предновогодняя погода, предпраздничная суета,
Снежок за окнами, с тобой сегодня мы решили вместе чудо ждать. Хлоп, хлоп, хлопушки развешаны на елке, топ-топ. Игрушки закружили хороводом, тик-так, часики идут, а стрелки носики бегут страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки носики бегут страну поздравить с Новым годом. Давай забудем все обиды, забудем тему ссор пустых. И все печали дней, как прошлогодний снег, давай оставим я и ты. Хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке, топ-топ. Игрушки закружили хороводом, тик-так. Часики идут, а стрелки носики бегут страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки носики бегут страну поздравить с Новым годом. Мы позовем друзей хороших, устроим праздник от души. Мы вспомним каждый миг словами добрыми и стать счастливыми решим. Хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке, топ-топ. Игрушки закружили хороводом, тик-так. Часики идут, а стрелки носики бегут страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки носики бегут страну поздравить с Новым годом. Нам может быть немного грустно, ведь год прошел, но все равно. Начнется день-другой, наступит Новый год и постучится к нам в окно. Хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке, топ-топ. Игрушки закружили хороводом, тик-так. Часики идут, а стрелки носики бегут страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки носики бегут страну поздравить с Новым годом. Так, вот такая вот, ребята, новогодняя песенка для вас. Так, ну что, как вам сегодня тик-так-часики? Как вам сегодня моя интерпретация этой песни? Так, тунц-тунц-тунц, да, все верно. Прекрасно. Подыграете, да, сама? Ну, видите, вы там уже гитарку, наверное, настроили. Прекрасно, здорово у нас такой получается. Я, правда, не слышу. Наверное, у нас, если все совместить, такой бы классный ансамбль получился. Сейчас пляшу. Так, Артём, вопрос от чайника. Давайте, жду вопрос от чайника. Люблю вопросы от чайника. Значит... Тик-так, барсики бегут соседи поздравить Орлеан с домом. Это да, это действительно смешно. Опять метель споем. Опять метели тают и маются живое в темноте. Тоже грустная песня, да, ребята? Вот все песни про зиму, они какие-то грустные. Я сегодня с вами не подготовилась, естественно, но если хотите, к Рождеству и прошедшему уже Новому году, к этому стриму, я могу подготовить эту песню. Хорошо, Свет, я запомню. Так, вот сейчас пока еще не пою, ребята, последнюю песню, уже будет последняя песня, надо завершаться, да, надо до 9 обязательно успеть все сделать. Прочитаю вопрос от Артема. Мне интересно, почему, если я пытаюсь тянуть слово, звучит долго и ужасно, а у певцов прерывисто? Надеюсь, поймете. Прерывисто, может быть, вы имеете в виду вибрато? То есть вы тянете ноту, это прямой звук. Это, господи, вот буквально недавно читала в книге у Емельянова, еще он так интересно это назвал, забыла термин, в общем,
Забыла, короче, ладно, забыла. В общем, есть прямой звук, да, то есть вы, скорее всего, тянете ноту вот так вот прямо. Ну, это я сейчас коротко потянула. А можно потянуть, ну, допустим, если я сейчас ее подлиннее сделаю, то дальше будет прерывистое, то, что вы называете, скорее всего, вот это. Да, такой как бы качание, но оно у меня сейчас не очень хорошо получилось. В общем, это вибрато, да. Артем это называется вибрато. Вот Павел, видите, уже подсказывает. Ребята, вибрато – это, ну, как такой прием, и вообще я бы сказала, что вибрато – это показатель вокальной техники, это показатель того, что у человека правильно поставлен голос. Ну, то есть если это не качание и не тремоляция, а качание – это когда амплитуда колебаний, вот смотрите, в общем, вибрато нормальное, да, это 5-7 колебаний в секунду должно быть. 5-7 колебаний. Это вот нормальная вибрато. Все, что меньше, допустим, там 4, это уже называется качание. То есть когда голос, как бы такое ощущение, что он немножко то ли старческий, то ли что-то вот, ну, хотя нет, старческий голос – это когда то качается, то тремолирует, это другое немножко. Ну, в общем, такой, знаете, как очень, очень широкая вибрато, когда мы его можем различить уже, что это два разных звука. И когда больше 7 качаний голоса в секунду, это уже тремоляция. Тремоляция – это тоже плохо. В общем, качание и тремоляция – это плохо, а вибрато – это вот та золотая середина, к которой все должны стремиться в голосе. Вот. Артем, я надеюсь, что я вам ответила на ваш вопрос. Вибрато появляется в голосе вследствие постановки голоса и правильной работы мышц, и правильной работы дыхания. То есть соединение дыхания с гортанью, то есть с генератором нашего звука и с включением резонаторов. То есть когда вот эта система, как замкнутая система, как цепь работает, да, то вибрато, оно вследствие, конечно, оно не сразу появляется. На первом занятии, если вы начинаете заниматься только, оно у вас не получится. То есть это должно время пройти. У некоторых там уходит 2, даже 3 года на то, чтобы это вибрато в принципе начало появляться. Вот. Ну, хорошо, видите как, мы все равно с вами не отходим от темы вокала и вокальной техники. Я рада, что я могу отвечать вам на ваши вопросы, которые у вас возникают, да. Вот так. Видите, даже вам как-то слегка рассказала еще и отклонение от вибрато очень быстро, какие бывают. Вот. Да-да-да, отлично. Жанна Гузарова «Снег идет». Жанна Гузарова «Снег идет». Это та же самая песня, Сигазар, напишите мне, пожалуйста, это та же самая песня «Снег идет», которая я пела? Или у Жанны Гузаровой просто еще есть одна песня с названием «Снег идет», но она другая? Вибрато в конце ноты вообще улет. Да, это когда, смотрите, что происходит. У нас, когда нота прямая, у нас мышцы натягиваются, и они в натянутом режиме какое-то время существуют. Дальше, когда воздух начинает заканчиваться, диафрагма подходит к своему высокому положению, у нас происходит релаксация всего организма, ну, как бы организма, вокального организма. То есть и диафрагма начинает чуть-чуть делать колебания, и межреберные мышцы, и сама гортань начинает делать колебания. То есть это может быть вами контролируемо. То есть я сейчас когда показывала, я немножко это контролировала. А может быть, это неконтролируемо. То есть вот, скорее всего, Артем, вы когда решили спросить это меня, да, скорее всего, вы просто услышали в моем голосе вот эти вот качания где-то, да, ну, то есть вот это вот вибрато, но я его специально не контролировала. То есть это просто, ну, вот завершение ноты, это для меня так естественно. Это то же самое, что скрипачи или виолончелисты, вот они, знаете, у них вот, они все время вот таким вот приемом, да, они все время вибрато делают. То есть они потянули ноту, а потом делают вот так вот пальцами по струне, чтобы она начала раскачиваться. Вот, это вот такая вот интересная вещь. Отлично. Эдуард Хиль. Павел, обязательно, обязательно. У меня запись чата сохранится. Обязательно все найду. Потолок ледяной, отлично. «Три белых коня» можем спеть, ребята. Я поеду, мы с мамой я буду играть на фортепиано, она будет петь. И, в общем, мы там с ней «Три белых коня» поем, и снег кружится, летает, летает, и все вот это вот. Та же самая, просто она... поняла. Тоже она веселая. Ну, да, видите, вот у меня вот так получилось. Получилась драма вместо веселья.
Ну что, ребята, давайте завершим наш песенное сегодня, песенную встречу. Песней, которая не новогодняя, это не про Новый год, это про колыбель. Это песня также со словами про снег, про что-то такое холодненькое, но и при этом это колыбель. Ну, давайте споем вместе. Вы, конечно же, ее замечательно знаете. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, малышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи. Спи ты скорей, малыш. Спят твои соседи, белые медведи. Спи ты скорей, малыш. Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи. Спи ты скорей, малыш. Спят твои соседи, белые медведи. Спи ты скорей, малыш. Да. В общем, эта песня, ребята, ее специально, естественно, поставила в самом конце, чтобы вы уже были в таком полусонном состоянии, потом закрыли мой стрим и пошли так сладенько уснули. Так и получается. Так, ребята, значит, сейчас почитаю, давайте почитаю ваши комментарии. Так, вибрато в конце ноты вообще улет. Так, была уже у Гусарова. Отпадно, да, согласна. Вибрато – это вообще, это такая вещь, понимаете, это то, что обязательно должно вырабатываться вследствие вокальных занятий. Если оно не вырабатывается, значит, вы что-то не совсем правильно делаете. Разные есть постановки голоса, да, но все-таки я за то, чтобы это было чисто, по-настоящему, по-итальянски, вот со всей вот этой такой старой школы бельканто. Так, понятно. Будет много вопросов. Артем, прекрасно. Если у вас много вопросов по вокалу, по вокальной технике, приходите на мои стримы, будем с вами общаться и обсуждать эти все ваши вопросы, чтобы эти вопросы у вас уходили, да, закрывались.
И приходите также, вот когда будете на премьеры новых видео, там мы с вами тоже также в чате можем общаться, естественно. Так, потолок ледяной, дверь скрипучая, да. Мгм. А снег идет. 3 дня тут в голове сидела, постоянно напевал. Глюкоза, а снег идет. Это другая песня, да? Я так понимаю. У глюкозы другая песня «Снег идет». Ой, хорошо, Витаса не вспомнили. Хиль Форева. А что Витаса? Света, что за песня Витаса? Я, конечно, как Витас не спою, вы сами понимаете, да. Но спою по-другому, почему бы нет? Я же все песни могу спеть по-другому, по-своему. У глюкозы супер получилось. Наверное, это та же песня, да? Расскажи, Снегурочка, где была? Ребята, ну ладно, я так, вообще я не очень пою всегда вот такие вот песни, такие прям, знаете, вот такие вот, такие задорные такие вот, самые русские такие вот, из мультиков и всё такое. Ну, как-то вот это не совсем моё, наверно. Это скорее больше такое актерское пение, да. Вот. Но это будет Рождество и Новый год, поэтому я готова с вами вместе это петь. И будет замечательно, я думаю. "Умка", да, песня "Умка", прозвучала. Вот. Это, наверно, в тот момент, когда я говорила про то, что вот щас будет песня про колыбель, и, приходит на ум "Умка". Ну, вот так и есть. "Умка", она и есть "Умка". Да. "Ой, мама, как в детстве". Так, да, действительно, эта песня как в детстве. Хиль великий. У Павела очень строгое мнение на этот счет, поэтому да, давайте, ребята, не будем. Давайте вообще никогда никого сравнивать не будем, и тогда все будет прекрасно. Потому что каждый человек, я уж не говорю там про артистов, вообще каждый человек по-своему всегда уникален, да, и у каждого есть чему и поучиться, и чем восхищаться. Ну, в общем-то, есть всегда как бы и положительные моменты, есть всегда отрицательные. Ну, в общем-то, мы бы и не могли, так же, как эмоции, они существуют и положительные, и обязательно у вас в жизни должны быть и отрицательные эмоции, вы должны уметь их проживать, потому что когда мы только вот улыбаемся и радуемся, это тоже не совсем хорошо, потому что ну, какой-то негатив, значит, он не выходит, он сидит, да. А если вы проживаете эмоции, даже какие-то там злости, может быть, где-то там гнева, ну, хотя гнев– это один из смертных грехов, да, но тем не менее все равно не зря же психологи, да, вот на своих консультациях практикуют вот это вот выпускание злости, значит, это нужно обязательно. Так, ладно, что-то я в эту сторону-то ушла опять. Великий философ, психолог Орлеана, да, называется. Так, все убаюкало. Это была моя задача, Павел. Если я убаюкала, значит, я выполнила свою цель. А, Так, что ты, глупышка, не спишь, мой умный малыш? Да, там малышка, глупышка, да, я то глупышка, то малышка пою, в общем-то. Лайки ставим, ребята, да. Если вам не сложно, пожалуйста, поставьте лайк. А, Что может быть лучше колыбельной в 23 годика в полночь? Спасибо. 23 годика- это же такой прекрасный возраст. Это же просто вообще. Так, да. Заявки на новогодние песни "Сигазавр" вы, наверное, пропустили. Я задавала этот вопрос. Обязательно, обязательно оставьте заявку на новогоднюю песню. Пишите сейчас, вот еще пока мы с вами несколько минут общаемся, пишите новогодние песни, чтобы они в чате остались. Я потом просматривала чат и готовила те песни конкретно, которые вы мне написали. И в следующий стрим уже мы с вами вместе их пели. Так. Ага, да, оставляйте здесь песни. Так, Витас вообще не поет. Ну что, он просто сирена, хотите сказать, да? На одной волне. Так. Как можно восхищаться Бузовой? Вы знаете, Павел, вот, между прочим, Ольга Бузова, она из Питера. Вы должны как земляк ей восхищаться.
Вы знаете, я восхищаюсь, я честно, я Ольгой Бузовой восхищаюсь ее работоспособностью. Вот. То есть, может быть, я не смотрю, что она там делает, что она творит, но то, что она успевает вот прямо вот все, и, понимаете, вот, ну, как этим можно не восхищаться, я не знаю. Я восхищаюсь ее трудолюбием, вот, это как минимум. Так, наряжаем снова елку, этот год 22-й, игрушки мишурой, не забудем разместить шарики, гирлянды. Так, прекрасно. Ну вот, Сигазавр, вот ваш комментарий, прямо, знаете, я сразу же представила, что у меня тут елка стоит, хотя елки нету, но ну ладно. Rocking around the Christmas tree. Rocking around the Christmas tree. Да. Кстати, я эту песню никогда не пела, но я ее знаю. Я ее могу, да. Бренда Ли, прекрасно, Сигазавр. Замечательно. Christmas tree. Не важно, что, да, это у нас наше Рождество будет. Так. Ребята, Юрий Лоза, «Веселые новогодние». Веселье новогодние. Хорошо, веселая песня. Так, ну все, дочитываю ваши комментарии. Она мне нравится. Так. Ладно. В общем, ребят, спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли на мой эфир, на мой стрим, пришли поддержать мой вокальный стрим. Я очень рада, что у нас с вами такая теплая компания, что я даже, бывает, не успеваю читать за вами комментарии. Это очень приятно. Я рада, что, в принципе, у меня есть теперь такая возможность с вами общаться. И давайте так. Сейчас, когда я закончу этот эфир, я сразу же запущу голосовалочку насчет следующего эфира, когда его лучше провести. В четверг в 7 вечера 6 января, либо в пятницу 7 января тоже в 7 вечера. В принципе, я в тот и другой день могу. Владимир, мне сама Орляна нравится. Спасибо, Владимир, я очень рада. Раз нравится, значит, будем продолжать петь, общаться, и все прекрасно. Павел, ну я согласна, что Ольга Бузова, конечно, не на шахте работает, не в шахте. Да, вы говорите, знаете, вот, конечно, работоспособность это не в том, что условия труда. Все-таки то, в какой среде она работает, ну, опять же, она кайфует от этой среды. То есть вот все-таки она, наверное, это же ее прямо дикое желание все время быть в центре внимания, да, то есть вот такая популярность, она не может быть просто от природы вот с этим диким желанием. Вот и от этого желания возникает эта работоспособность. Да, конечно, она не на шахте, конечно, она не спасатель, как вы. Это совершенно не обсуждается. Условия труда совершенно другие. Но, тем не менее, она все равно как-то, вот не знаю, чё-то она меня все равно цепляет вот этой вот своей умением переключаться. И она и танцует, и инстаграм-блогер, и, ну, понятно, что она там деньги зарабатывает, да, Инстаграм- это вообще тема, зарабатывания денег. И она что то там песни какие-то поет. Ну да, пускай она петь не умеет, но зато песни какие-то хитовые получаются у нее. Ну, как хитовые? Сейчас пока хитовые, да, потом не знаю, какие они будут. Ребята, в общем, тема можно очень долго обсуждать, да, очень много можно сказать про это. Давайте будем завершать наш эфир. Спасибо большое, что пришли. Голосовалочку сейчас запущу, пожалуйста, проголосуйте, да, если хотите этот стрим в какой-то конкретный день определенный. Я желаю, ребята, вам хороших праздников. Поздравляю вас с наступающими праздниками, с наступающим 2022 годом. Пусть это будет для вас плодотворный, яркий, творческий и очень теплый, душевный год, который будет наполнен не только вашей душевностью, но и вы будете наполнены душевностью окружающих вас людей и ваших родных, близких, друзей, и чтобы вообще вот тут всегда у вас было тепло и хорошо. Вот
И тогда будет самое... И это самое главное. Я считаю, что вот это самое главное, когда вот здесь у вас тепло и хорошо. А, За 7 вечера. Прекрасно. Все, в 7 вечера теперь обязательно. Петь, танцевать, просто все это организовать совсем непросто, кажется. Ну да, Владимир, это я согласна. Вот именно поэтому я полностью, да, и не говорю, что Павел, вот нет, все таки вы не правы. Все таки я согласна. Сценическое искусство — это только со стороны кажется, что все там блеск, все счастье только, да, вот такое. На самом деле, когда в эту атмосферу погружаешься, когда надо не просто блистать, а работать, это очень нелегкий труд. Он и физический, и психический, и психологический, поэтому так. Так что, ребята, на этой веселой ноте давайте с вами я завершу трансляцию. И с наступающим еще раз. И до скорых. Хорошо вам встретить Новый год. А мы 31 декабря и завтра еще с вами встречаемся в чате, на трансляции моего нового видео, реакции. Да? Все, пока-пока. Спасибо огромное. Ура! Ура!